Доброго времени суток, уважаемый вьювер, и добро пожаловать на мое следующее видео, которое посвящено изучению языка программирования C++. Тема сегодняшнего видео — это статические массивы. Мы, наконец-то, я считаю, готовы к обучению данной теме, я готов вам ее преподнести, потому что, как мне кажется, я познакомил вас со всеми необходимыми базовыми материалами, которые необходимы для достаточного погружения в данную тему, для того, чтобы нормально освоить на нормальном уровне, что есть массивы. А в частности, я должен был вас познакомить с поинтерами, с указателями, с арифметикой указателей, что я уже сделал, и я думаю, что теперь мы действительно готовы. Что ж, давайте откроем папочку, предварительно созданную мной для изучения данной темы, и файлик в ней. И первое, что я сделаю, конечно же, формализую определение, что такое вообще массив. Массив, по сути, статический, это просто последовательность данных, которые плотно упакованы в памяти. То есть адреса этих данных идут подряд, данные идут подряд, и поэтому, знаете, можете воспринимать это, если так вот метафорически подходить к этому вопросу, как коробочки, которые друг за другом прям плотненько стоят, друг к другу прижатые. У каждой коробочки есть свой адрес в памяти, но при этом внутри этого адреса, естественно, хранится какое-то значение. То есть, грубо говоря, на коробочке написано, где она находится, адрес, но ее можно открыть и достать какие-то данные. Вот массив, по сути, это целый ряд вот этих коробочек, которые друг за другом прямо плотненько друг к другу упакованы стоят. Все, ребят, давайте, в принципе, я думаю, что концепция, на словах не очень сложная, да, но и на деле не особо сложная. Конечно, будут еще многомерные массивы, но я решил, что в этом уроке я пока вас не буду, так скажем, пугать многомерными массивами. Вы-то особо и не пугайтесь, там тоже ничего сложного нет. Вам главное сейчас концепцию одномерных массивов понять, статических, да, а затем многомерные тоже никакой проблемы, я думаю, у вас не составит понять. Так, и смотрите, когда мы объявляем массив, мы должны задаваться двумя вопросами. Первый вопрос, какой тип данных будет содержать этот массив, и второй вопрос, это какого размера будет этот массив, или иными словами, сколько элементов вот этого типа данных будет содержаться в нашем массиве. То есть, допустим, мы хотим создать массив из 5 элементов целочисленного интегрального, интеджер типа. Итак, ребят, для того, чтобы объявить статический массив, нам первое, что нужно сделать, это указать тип элементов этого массива. То есть, какие конкретные элементы, какого типа будут содержаться в этом массиве. Допустим, мы хотим объявить массив с интегральными переменными, просто integer, да. Мы пишем int, соответственно. Далее указываем идентификатор массива. Тут я буду банален, просто использую слово английское array, которое в переводе массив означает. И далее мы открываем квадратные скобки и указываем там размерность массива. То есть сколько конкретно элементов этого типа, который мы уже объявили, целочисленного, будет находиться, содержаться в этом массиве. Допустим, мы хотим создать массив размерностью 5. Вот, ребят, все, ничего сложного. То есть мы только что объявили массив из 5 элементов, которые содержат integer данные, то есть данные целочисленного типа integer. Но теперь у нас возникает вопрос, а что в принципе находится в нашем массиве, да? То есть что там? То есть мы объявили его, он вроде как из 5 элементов, что там внутри-то? Давайте посмотрим, соберем программу, как обычно, и запустим, посмотрим, что находится внутри. Для этого, смотрите, синтаксис какой, очень простой, по сути. Чтобы вывести в консоль, например, первый элемент массива, смотрите, есть единственный нюанс с массивами, то, что нумерация элементов массива начинается не с единицы, а с нуля. То есть запомните, когда вы обращаетесь к элементу массива, вы должны держать в голове, что нумерация с нуля. То есть первый элемент на самом деле находится под индексом 0. То есть, если мы хотим посмотреть, какое значение первого элемента, мы должны использовать индекс 0. Соберем еще раз программу, запустим ее. Видим, что там просто хлам какой-то находится. То есть, соответственно, неинициализированные массивы нас, наверное, не очень интересуют. Тогда задаемся вопросом, а как мы можем присвоить
значение какому-то элементу массива. А в принципе то же самое, как мы сейчас попытались вывести значение элемента, мы также используем идентификатор, в квадратных скобках указываем индекс уже на следующей строчке после объявления массива и присваиваем любое значение, там, какое вам нравится. Соберем еще раз прогу и видим, что да, теперь в нулевом элементе массива находится значение 111. Но вы скажете, ой, да, это типа сложно, постоянно вот так вот писать, array 0, array 1, ну поняли, да, то есть если хотим следующий элемент, то нам придется так писать. Ну давайте я даже вам покажу для примера. И еще дополнительно, кстати, предостерегу. То есть еще вот нюанс, вспоминаем, помните, я сказал, что индексация массива, то есть нумерация, начинается не с первого, а с нулевого элемента. И тут важно понимать, что если элементов у нас, например, вот 5, как в нашем случае, то последним будет четвертый. То есть 0, 1, 2, 3, 4. Всего 5, но так как индексация начинается с нуля, то последним будет четвертый. А выходить за пределы массива — это зло, ребят. Так делать нельзя, так делать плохо. Не делайте так. Давайте еще раз, допустим, выведем четвертый элемент, проверим, да, что все нормально. Видим, да, что действительно в четвертом элементе 500 значение. Но вы скажете, ой, это вообще неудобно. Есть какой-то синтаксис адекватный? Да, есть. Можно сделать это быстрее с помощью так называемой униформ инициализации. Для этого воспользуемся фигурными скобками. И, допустим, давайте присвоим массив, начиная с тройки и по восходящей последовательности 5 значений. То есть для всех 5 ячеек массива. И вот теперь, когда мы выведем четвертый элемент, который как бы пятый, да, если как по-человечески с единицы считать, мы увидим, что да, действительно 7, что говорит о том, что это совершенно корректный синтаксис. Ну вот можно третий, или там из середины давайте второй, например, да. Второй. Видим, что да, действительно пятерка. То есть вот она вторая. 0, 1, 2. То есть значение 5 лежит под индексом 2. Так, это что касается базового синтаксиса массивов, но я считаю, что обязан вас погрузить чуть глубже, чем обычно это делают многие, так скажем, курсы. И для этого мне потребуется сейчас объявить функцию. Опять же, ребят, я предполагаю, что здесь вы уже знакомы с такими понятиями, как функция, поинтеры, арифметика, указатели и так далее. Потому что сейчас будет небольшая магия. Но, по крайней мере, поначалу это кажется магией, потом-то, понятное дело, вы привыкнете, все это будет вам казаться абсолютно очевидным, непринужденным. Вот. А даже не так, Ну или так, пускай будет так. Замечательно. Объявим вот такую функцию. Функция будет делать следующее. Функция будет принимать массив статический и его размер для того, чтобы в дальнейшем в своем теле вывести все его элементы, значения всех его элементов. Соответственно, объявляем простой цикл for, который будет крутить до размера массива и выводить значение всех элементов этого массива. Для этого мы воспользуемся нашим stdout, как обычно. Возьмем массив. Сейчас объясню, это не просто массив. Это интересная штука. И сделаем вот так. Уберем здесь print. И вместо этого принта мы просто вызовем нашу функцию, передав в нее, соответственно, массив и размер массива. Ну, размер мы просто так и укажем, просто 5, да, захардкодим, ничего страшного. Воспроизведем нашу программу, запустим и видим, что действительно, да, наша функция отработала, вывела значение всех элементов этого массива. Но, ребят, есть одно но. Есть очень важная штука, которую, работая с C или C++, вы обязательно должны понимать. Без ее понимания можно огрести, короче, большие проблемы. Можно найти много замечательных и не очень замечательных ошибок. Дело в том, что при передаче массива в функцию, когда мы передаем массив в функцию вот таким образом, то массив распадается на указатель, на первый элемент. И дело в том, что изначально сам массив, его идентификатор, является уникальным как бы типом самого массива, и размер его указателя
равен размеру совокупности данных, то есть сколько есть вот интов, например, в нашем, да, массиве в данный момент, а у нас 5 интов, соответственно, размер этого массива, он и будет равен совокупности этих данных, то есть 5 умножить на 4. Мы можем легко в этом убедиться. Давайте сначала в этом тезисе убедимся. Я воспользуюсь сайзофом и передам ему идентификатор массива. И мы увидим сейчас, запустив программу, что да, действительно, 20 байт занимает массив. То есть, по сути, попытка взятия размера у идентификатора массива возвращает нам значение в 20 байт. Но также мы должны понимать, что по сути массив это адрес. И не просто адрес, а адрес начала массива. Ой, виноват, сайзов нам уже не нужен. Адрес начала массива. Видите, мы просто получаем адрес. То есть, с одной стороны, если мы непосредственно обращаемся к идентификатору массива, мы просто получаем адрес. Но если мы попытаемся взять размер этого идентификатора, мы получим размер всех элементов, которые содержит этот массив. И вот теперь, смотрите, нужно понимать такую вещь, что по сути, так как мы получаем адрес, при обращении непосредственно к идентификатору массива мы получаем адрес на начало, на первый элемент массива, у нас будет работать вся арифметика указателей. Мы можем в этом легко убедиться, просто попробовав пошагать, поприбавлять к этому адресу, да. И мы увидим, да, давайте, сейчас виноват, я выведу вам без шага, да, адрес и с шагом следом. И мы получаем, то есть мы шагнули так же, как в арифметике банальных указателей, как в предыдущем, да, уроке, я вам рассказывал, мы шагнули по массиву ровно на размер одного элемента, то есть на размер интеджера. И смотрите, вот сейчас важная деталь. Вот эта синтаксическая конструкция с квадратными скобками, это по сути синтаксический сахар над арифметикой указателей. И когда вот я вам показывал, сейчас давайте еще раз все это закомментим. Когда я вам показывал, что мы можем принтануть значение любого там элемента массива, воспользовавшись квадратными скобками, да, то есть действительно третий элемент 0, 1, 2, 3 имеет значение 6, все верно. Мы по сути под капотом и обращаемся к арифметике указателей. Для того, чтобы сделать ровно то же самое, мы должны сначала указать идентификатор массива, который возвращает адрес на начало массива, да, на первый элемент массива. Далее мы должны шагнуть к третьему элементу, но это будет адрес. Это пока что мы шагаем как бы по адресам, да. А далее что нужно сделать для того, чтобы получить значение? Конечно, разыменовать. Мы это уже знаем, да, с поинтерами работать, я думаю, уже умеем. И вот мы получаем наше правильное значение. Можно убедиться, что предыдущим значением, которое перед шестеркой стоит, которое должно быть 5, то есть сократив арифметику указателей до 2, мы получим значение элемента 2, то бишь 5. То есть, по сути, не забывайте, что когда вы используете квадратные скобки, вы работаете с арифметикой указателей, вы сразу шагаете на какой-то адрес, да, внутри массива, и сразу же достаете значение через разыменование. То есть просто держите у себя это в голове. И смотрите, ребят, вишенка на торте. Вот теперь можно перейти к самому сладенькому, так скажем. Передавая идентификатор массива, который по сути вы можете воспринимать как такой уникальный тип массива, то есть тип, который, если вы обращаетесь к нему в том скопе, да, в том теле функции, в которой вы его объявляете, он будет возвращать размер всех своих как бы элементов по совокупности, но при этом сам идентификатор возвращает адрес на начало массива. Но если вы передадите его в другую функцию в качестве аргумента, как мы делаем это здесь с вот этой func, да, он распадется просто на указатель на первый элемент массива.
То есть он потеряет свое свойство. Почему я передал функцию unsigned int size, то есть я передал размер массива. Вы можете логично подумать, а зачем он передает размер массива, если мы можем с помощью сайзов взять и так размер массива, да, ну просто разделить потом на размер элемента массива на 4 и получить количество элементов, да, мы же знаем, что он из интов состоит. Берем его размер, получаем, сколько там у нас, 20, делим на количество элементов, делим на размер данных 4, получаем количество элементов. Но из-за того, что он распадается просто на указатель на первый элемент, в функции внутри я уже потеряю эту возможность. Ну, не только я, в принципе, в плюсах это сделать будет невозможно. В этом очень легко убедиться, выведя просто размер поинтера. Прямо вот здесь. Мы еще раз, да, попробуем вывести, посмотрим, только размер я имел в виду. Посмотрим, действительно ли он поменял свой размер. Был-то 20, да? Оба, это что? Нет, это не то. Сейчас, ребят, удалим пока, смотрите. Ну или давайте я просто print здесь более явный сделаю. Давайте size of pointer to array. То есть размер указателя на массив. Воспроизведем и видим, вот он, первый print, перед тем, как у нас срабатывает цикл. 8. То есть мы получили просто дефолтный размер нашего указателя в рамках нашей 64-битной архитектуры. Размер равен 8, то есть 64 бита, все правильно, все верно. Но, опять же, не забываем, что когда передаем обычный статический массив в качестве аргументов параметр функции, он распадется вот таким образом. То есть у вас не получится уже использовать его первоначальные свойства, которыми он обладает в том скопе, где он был объявлен. То есть вот этот момент не забывайте. То есть в принципе, по большому счету, вы также работаете с этим идентификатором, вы также шагаете по элементам, то есть это также указатель, да, по сути адрес-то тот же, но теперь мы не можем от него уже брать размер и не можем комфортно, так сказать, его посчитать. Поэтому, народ, вот такие дела, вот такие вот нюансы. В принципе, я думаю, что на этом урок можно заканчивать. Я думаю, что достаточно вам информации по статическим массивам. Я не буду, как я уже сказал, давать сразу многомерные массивы. Давайте вы уплотните вот эти знания у себя, а потом мы перейдем к многомерным массивам. Наверное, они будут следующие по счету, в принципе. Либо динамика, наверное, многомерные. Сразу посмотрю, покажу, потом динамические тогда будем разбирать. Ладно, народ, все, спасибо большое за просмотр. Если контент вам заходит, поставьте мне, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. И ожидайте еще больше контента в рамках этого курса и не только. Пока!